Я люблю свое ремесло, поэтому делать красивые доспехи красивым инструментом для меня бесценно. Именно такой молоток я сейчас буду делать. Ну а перед началом отвечу на комментарии, которые часто пишут. Многие просят вернуть на канал старую музыку, которую я сам играю как сейчас. Вот записал новое произведение по вашим просьбам, но даже такое средненькое качество занимает почти 2 дня работы. Часто так делать я не могу себе позволить, но если вам действительно так нравится, то я могу добавлять старые треки, а не записывать каждый раз новые. Так что пишите в комментарии. А еще просьба, придумайте название этой композиции. Я выберу самое подходящее и назову им трек. Ну и второй вопрос, который вы часто пишете. Ногти на правой руке мне нужны, чтобы играть с классическим звукоизвлечением на нейлоновых струнах. Без них невозможны многие фишки. Основная геометрия молотка напоминает форму викингосских, но нанесенная декорация указывает уже на фэнтези стиль, который уже давным-давно популярен в фильмах, сериалах и, конечно же, компьютерных играх. Например, Perfect World – это популярная MMORPG с хардкорным PvP и атмосферным фэнтезийным миром. Магия, драконы и все такое. Бесплатно скачивается и устанавливается на компьютер. Игре уже более 12 лет. Несмотря на свой возраст, игра продолжает развиваться. Появляются новые классы, открываются очередные главы легендарного сумеречного храма, а количество красочных локаций растет с невероятной скоростью. Недавно в игре было установлено глобальное обновление – Заоблачные божества, благодаря которому у персонажей появилась возможность превращаться в могущественных божеств. Можно будет карать как боженька, и сила да пребудет с вами. Кроме других нововведений, появилась межсерверная императорская битва. Участвуйте в режиме королевской битвы. Требования невысокие, сильную экипировку выдадут, а еще можно организовать отряд из 3, чтобы вместе сражаться против других игроков. Победа достанется сильнейшему. Скачивайте игру по ссылке в описании, ну а я продолжу делать молоток.
Итог. Я сделал молоток из молотка, куя его молотком. Главное понять теперь, кто был первым, молоток или молоток. Ладно, я думаю, что ответ найдется в комментариях. Да, я, конечно, планировал потратить на такую переделку 2, ну максимум 3 часа, но вышло целых 5. Ну ничего, результат мне нравится. Сейчас я показываю довольно заезженный кузнечный фокус. Разогреваю гвоздь примерно до 800 градусов ударами молотка. На самом деле, какого-то сверхмастерства для этого не нужно. Просто бьете в меру сильными ударами, но желательно часто. Я вон вообще, кажется, промазал пару раз и ударил по лицу наковальни. Так делать нельзя. А вот и кузнечное колдунство. Раскаленная сталь без огня. Правда, поджечь бумагу у меня не получилось. Пришло время поблагодарить щедрейших из людей и нелюдей, любимейших патронов этого канала. Спасибо. Ну и вообще всем, кто смотрит меня, тоже спасибо. И это, с наступающими. Я вон гирлянду даже повесил для настроения. Заметили?